Приветствую всех на своем канале. Воздушный хлеб, напоминающий моток шерсти. Домашний хлебушек из натуральных ингредиентов, приготовленный с любовью. Никогда не сравнится с магазином. Отличный домашний рецепт белого молочного хлеба в пароварке. Делаю дрожжевое тесто, кладу в муку сначала сухие ингредиенты: соль, сахар, дрожжи и соду, щепоточку. Перемешиваю все и разбиваю туда одно яйцо. Щепотка соды позволит обеспечить нормальную кислотность дрожжевого теста на период до 3 и даже 6 часов сверхнормативного брожения. Теперь лью теплое молоко потихоньку. Все продукты должны быть теплыми, то есть комнатной температуры. Это позволит дрожжам быстрее активироваться. В тесто затем добавляю немного растительное масло и замешиваю несколько минут, пока не получится однородная консистенция. Накрываю тесто тарелкой и даю ему подняться около часа в теплом месте. Дрожжевое тесто не любит спешки, впрочем, как и другая готовка. Лучше поиграть с котом в это время. Тесто увеличилось в объеме за это время. Я его не замешиваю, а сразу же делю на 5 равных частей. Беру каждый кусочек теста и обминаю, собираю его в шар. Поверхность шарика должна быть гладкой, без заломов желательно. Накрываю пленкой и оставляю тесто отдохнуть на 10-15 минут. Форма для хлеба у меня круглая, 20 см, высота 7 см. Смазываю борта маслом растительным. Раскатываю каждый кусочек теста тонко в длину, в форме прямоугольника желательно. Присыпаю кукурузным крахмалом, чтобы придать слоистую текстуру хлеба. Режу снизу скребком на тонкие полоски и заворачиваю вот таким образом в рулон. Хлебушек и поэтому называется шерстяной рулон, так как чем-то напоминает моток ниток, хотя не очень-то и похож. Впрочем, какая разница, главное, выглядит такой хлебушек оригинально. Ставлю форму с хлебом в пароварку с горячей водой, чтобы он быстрее подошел. Накрываю крышку и даю время подняться уже окончательно и бесповоротно. Поднималось тесто у меня больше часа. Смазываю маслом растительным. Но это уже просто для глянцевого вида, а не для вкуса. Хотя нет, вкусно с маслом. Парила я ровно 25 минут после вскипания воды на сильном огне. Затем сразу не открываю крышку, а даю постоять еще 10-15 минут. И открывать медленно, постепенно выпуская пар. Так паровое изделие не осядет от резкого перепада температуры. Даю время немножко подостыть и вытаскиваю хлеб из формы. Какой же он легкий получился и мягкий. Прямо не терпится попробовать. Этот хлеб не нужно резать ножом, а отрывать нежно и бережно. А какая слоистая текстура мякиша получилась, как у булочки, и аромат настоящего хлеба. Изюминкой этого рецепта считаю добавление щепотки соды, которая подняла тесто лучше. А если соду погасить перед выпечкой, то реакция произойдет сразу, и поднимать тесто будет нечему. Точнее, поднимать тесто будут остатки соды, которые не успели прореагировать. Хотя, конечно, большую роль играют все-таки дрожжи. Напишите свое мнение по этому поводу. Мне, например, очень понравился такой хлеб. И, конечно же, я его буду готовить не раз.